Всем привет, с вами снова Лёша. В сегодняшнем видео мы затронем тему миниатюрных аудиоинтерфейсов и взглянем как раз вот на такую маленькую звуковую карту от компании Motu. Я говорю, конечно же, о Motu Microbook 2C. Итак, поехали. Что же нас ожидает в комплекте поставки? Взглянем на комплектацию, откроем коробку. Собственно, сама карточка. Давайте ее отложим куда-нибудь сюда и коробку сюда. Вот, здесь есть второе дно, под которым скрывается провод microUSB для подключения питания, если вы пользуетесь планшетом с этой картой. Проводочек USB для подключения к компьютеру. Также вот такой адаптер под USB на обычную розетку, но это скорее какой-то иной страны, хотя я не думаю, что у вас нету дома таких адаптеров, они в принципе распространены. И вот такие вот бумаги — это руководство, а также регистрационная карточка и письмо к обладателю этой карты, которое гласит, что вы можете скачать себе бесплатную версию Autodesk, если введете на сайте номера, которые даны сзади карточки, но мы вам их, естественно, не покажем. Как-то так. Давайте рассмотрим корпус чуть ближе. Передняя панель. Входной блок, здесь ничего лишнего. На первом канале XLR для подключения микрофонов, а на втором TRS разъем для всяких гитар, динамических микрофонов и иных инструментов. Выход под ушки. Сверху блок управления, здесь имеется вся возможная индикация, да и все управление сводится вот к этим двум джогам. Один отвечает за усиление входное, а второй за выходное. Джоги, кстати, еще нажимные, то есть выполняют функции кнопок. Основные параметры карты регулируются программой, то есть через компьютер, но об этом мы обязательно поговорим чуть позже. Нажатие на крутилочки в первом случае активирует аттенюатор PAD или включает фантомку на микрофонный вход. Во втором же позволяет выбирать выход, усиление которого требуется изменить. Да, усиление, отвечающее за уши и мониторы, здесь раздельное. А сзади на карточке находится выходной блок. Выход под USB, а также microUSB для подачи питания при работе с планшетом. Коаксиальный цифровой выход. Стереовыход на двух джеках. Замечу, что это отдельные каналы 3 и 4 и дублирующий их маленький ТРС. Видно для подключения всяких плееров и прочей мелкой техники. Стереовыход на двух джеках, а также дополнительный независимый от первого стереовыход на маленьком джеке. Теперь совсем немного о характеристиках. Преобразователи шпарят на 24 бит 96 кГц. Имеется цифровой SPD, представленный коаксиальным выходом. Можно в обход преобразователя заводить сигнал, в тот же хай-файный преамп для ваших ушей или колонок, например. Для меня очень большим плюсом, помимо размеров самой карты, стало наличие 4 входов и 4 выходов. Передние входа стандартные, инструментальные и микрофоны, а также сзади имеются 2 линии. Сюда можно завести, скажем, сумму с пульта. То есть карта дает возможность писать параллельно до 4 каналов одновременно. Стоит упомянуть, что задние выхода все же представляют собой линию, и предусиления они от карты не получают. Учтите это. По выходам тоже все довольно занятно. Имеется на карте 2 стереолинии под мониторинг. Причем, если в каналы 1-2 можно завести громкий контроль, то никто не мешает вам подключить наушники в разъем 3-4, скажем, для того же исполнителя во время записи. Маленькая походная карта, и, как я уже говорил ранее, ее можно подключить к iPad. В этой функции и заключается отличие обновленной версии миниатюрной карты, которая попала к нам сегодня в руки. Все делается через USB с помощью специального адаптера под Lightning. Питание в таком случае подается в разъем microUSB. Как же дела обстоят с драйверами для компьютера? А тут все еще лучше. Помимо того, что карта дружит с ISO версии 2, так производитель предоставляет нам возможность скачать родной звуковой драйвер для карты. А вот тут начинается магия. Дело в том, что всеми функциями карты можно управлять напрямую из программы, даже не прикасаясь к корпусу. Да и к тому же есть же функции внутренние, которые не вынесены на корпус. Эквалайзеры, компрессоры,
фильтры, тот же FFT и встроенный осциллограф чего стоят. Также имеется генератор тестового тона, а также можно пустить несколько видов шумов, белый и розовый, например. А теперь время тестов. На сегодняшней карточке мы задействуем два канала, запишем гитару и вокал. Поскольку третий и четвертый канал являются линейными и не имеют своего собственного усилителя, то их мы в тестах опустим. Туда можно подключить, например, клавиши или иной стереоисточник. Вот солнце взошло над грешною землей, и вновь берега обласканы приливом. Пахнет сосновою смолой и скошенной травой, клин журавлей над головой, и значит мы живы. Пахнет сосновою смолой и скошенной травой, клин журавлей над головой, и значит мы живы. Как итог, внешняя четырехканальная карта. Маленькая, причем она действительно маленькая. Куча различных функций на борту, крепкий корпус, возможность подключать все к iPad для комфортной работы вне дома. Цена — да, возможно, она кого-то и отпугнет, но с другой стороны это Moto, а мы все с вами знаем, на что способно железо Moto, в тех же полноразмерных моделях. А на сегодня все. Пока и до скорых встреч. И как раз таки взглянем на один из них. Вот такую звуковую кавку. Кавку. Звуковая кавка. Пишем? Давай. Пишешь? Андрей, тише. Я сейчас скажу, когда записываем. Димон, я есть в кадре? Нет. Лампочка мигает? Все, пишем, ребят, поехали. Да.